Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс является одной из миссий компании АВПРО. Мы с вами находимся в центре EduTech, где собрано огромное количество инновационных решений. Говорят, театр начинается с вешалки, а Центр образовательной технологии EduTech начинается с вот этой стойки регистрации. Во время проведения мероприятий с большим количеством участников здесь производится их регистрация. И на вот этом дисплее выводятся все данные о мероприятиях. А сейчас здесь транслируется Универ ТВ. Все аудитории нашего центра сегодня оснащены современными цифровыми технологиями, среди которых это интерактивные панели, интерактивный проектор, это различные наборы робототехники, цифровая лаборатория с множеством датчиков, ну и, конечно же, акустические системы. Один из основных партнеров нашего центра – это компания АВПРО. Александра, я как раз рассказывала о нашем центре, как замечательно оснащены наши аудитории нашего центра. Ну и как вы его используете? Я хотела бы отметить, что педагогами очень востребовано то оборудование, которое было поставлено именно в вашей компании. Поскольку у нас интерактивные панели и интерактивный проектор играют первостепенную роль на занятиях, педагоги могут создавать цифровой образовательный контент при помощи программного обеспечения, которое было тоже сопоставлено вместе с интерактивными средствами обучения. Также хочу отметить о том, что они могут сохранять информацию, работать с медиаресурсами, с видеоматериалом. Говоря об интерактивном проекторе, благодаря ему у нас стена стала интерактивной, что удивляет всех, да, в первую очередь, конечно, студентов. Вот. И удобное использование работы от касания непринужденно входит в работу занятий. При всем многообразии интерактивных средств обучения проектор до сих пор на передовой. Здесь представлен интерактивный проектор Epson с ультракороткофокусным объективом. Что это дает? Это дает свободное, комфортное и безопасное расположение лектора перед интерактивной поверхностью. Интерактив реализован с помощью стилуса. В более продвинутых и старших моделях есть возможность взаимодействия с контентом пальцами рук. Проектор может работать на любой белой матовой поверхности, и размер этого изображения может достигать 100 дюймов. Относительно интерактивной панели с такими же характеристиками он будет дешевле в 3 раза. Нам очень ценно сотрудничество с вашим центром, а так как мы являемся ведущим поставщиком интерактивного мультимедийного оборудования в нашей стране, нам также важно получить обратную связь от конечных пользователей о целесообразности использования того или иного оборудования. А давайте сами сейчас пройдем и посмотрим, как это происходит. Давайте. Современный мир диктует новые условия. Основная задача сейчас курсов к повышению квалификации как раз подготовка педагогических кадров, чтобы у нас учителя могли использовать нужные ресурсы в своей работе, именно те ресурсы, которые облегчают их работу, помогают мотивировать учащихся к обучению, к хорошим результатам. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас здесь интерактивная панель. Ну, в моем понимании интерактивная панель – это больше, наверное, про школу. Насколько вообще она актуальна в университете? На самом деле студенты очень любят. Вот сейчас у меня студенты 2-го курса, маленькие еще, но очень любят и студенты 5-го курса. А я слышал, тут еще какие-то голоса. У вас не только здесь проходит обучение? Да, у нас есть девочка, которая, к сожалению, пока не смогла приехать. Она в Туркменистане, Энеджан. И вот мы ее тоже активно вовлекаем в урок, и она тоже может, вот будучи в Туркменистане, она вот это все тоже проделывает. Ну, то есть удаленно также участвует в задании? Да, также участвует, также все делает. Да, все это тоже, это даже удобнее. Да? Естественно, мы говорим и о гибридной форме обучения, то есть это тоже востребовано. И учителя, если при начале пандемии, процесса пандемии, учителя боялись дистанционного обучения, для них это было неизвестно, то сегодня, пройдя курсы повышения квалификации, они уже
понимают, как можно использовать те же дистанционные технологии, которые тоже благодаря вам у нас присутствуют. И, в общем-то, очень удачно все складывается. Изюминкой этого центра является интересное пространство под названием «Открытый лекторий». Здесь расположена интерактивная панель диагональю 75 дюймов на мобильной стойке. Над интерактивной панелью расположен микрофон и акустическая система, ну а за видеосъемку мероприятия отвечает камера, в которую встроен поворотный механизм и режим зумирования. При проведении мероприятия в режиме видеоконференц-связи участник может находиться здесь или здесь и задавать свои вопросы в удаленной стороне. И его будет одинаково хорошо слышно вне зависимости от того, где он находится. И это становится возможным при помощи использования технологии адаптивного микрофонного массива. Что такое виртуальная реальность? Для многих это что-то из разряда фэнтези. Ну а в центре EduTech это неразрывно связано с образовательным процессом. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я сделал карту мира, поставил и на ней поставил различные теги. Мы также здесь рассматривали различные программы, при которых мы можем создавать свою виртуальную среду. То есть это будет небольшая локация, по которой можно передвигаться. Туда можно ставить различные объекты. Эти объекты также можно загружать, эти объекты также можно самому придумывать. Мы с вами находимся в универсальной аудитории для проведения небольших коворкингов, лекций, мастер-классов. И, конечно же, основную роль в проведении учебного процесса здесь играет интерактивная панель LG диагональю 86 дюймов. Знакомый бренд, привычные качества, широкие углы обзора и абсолютно четкое взаимодействие играют не последнюю роль в проведении мероприятий. Возможно, немного провокационный вопрос, но тем не менее. Тимирхан Болатович, а каким вы видите этот центр лет через 5 в обозримом будущем? На самом деле, когда мы проектировали этот центр, это был 19-20 год, вы помните, вы участвовали в этом процессе, тогда это было что-то уникальное. Сегодня, если посмотреть ту политику, которую ведет Министерство просвещения, которое является учредителем педагогических университетов, 33 педагогических университетов нашей страны, подобные технопарки, ну или схожие с подобным технопарком, создаются фактически в каждом педагогическом университете. Это абсолютно правильное решение. Это решение, направленное на будущее. Очень важным, мне кажется, таким основополагающим принципом данного центра является кооперация с компаниями. И наше сотрудничество с компаниями предполагает, что оборудование в данном центре постоянно обновляется. То есть мы стараемся не покупать дорогое оборудование, а предлагаем компаниям его выставлять здесь, забирать, обновлять в удобное для них время. Поэтому в этом смысле будущее, оно связано с развитием технологий. То есть если технологии будут меняться, будут появляться новые программно-аппаратные решения, они должны появляться здесь. Ну и, безусловно, я хотел бы отметить, что, наверное, данный технопарк не состоялся бы без такого большого количества партнеров, которые поверили в эту идею и которые приняли участие в ее реализации. Вообще, логотипы этих компаний вы видите за моей спиной. Это крупнейшие зарубежные отечественные производители. Но у нас, безусловно, есть якорные партнеры. То есть те партнеры, которых, можно сказать, точно технопарк в том виде, который мы имеем сейчас, просто бы не произошел. И одной из таких компаний является компания AVPro, которая изначально уже с 2019 года, еще на этапе Гринфилда, что называется, когда, как мы говорим, да, на этапе, когда еще не было этих стен, не было этого дизайна, принимала участие, поддержала и, может быть, вдохновилась нашими идеями, ну а мы вдохновились идеями этой компании, и в результате это случилось. Поэтому большое спасибо этой компании, я уверен, что мы продолжим совместное сотрудничество. Ну и я, в свою очередь, Тимирхан Болатович, благодарю вас за сотрудничество. Надеемся на новые интересные проекты. Спасибо. Спасибо, Александр.